Начать рассказ о сербской истории следует сначала, а именно с VI века нашей эры. В это время славяне из своей прародины двумя потоками двинулись на юг. Первый поток, проходя восточнее Карпат, достиг Нижнего Дуная. Другой спускался через среднеевропейскую и паннонскую низменности. Таким образом, славяне оказались у границ Византии. Вскоре к границам Восточной Римской империи подошли авары, которые пытались подчинить себе славян и другие народы. Отношения славян с аварами не были однозначными. Они то сотрудничали, то боролись друг с другом. Согласно византийским источникам, у варваров, то есть славян, в основном не было завоевательных целей. Они просто захватывали имущество и рабов населения Византии и увозили их через границу. Византия непрестанно оборонялась от набегов славян. В последнее десятилетие VI века войскам империи удалось перенести центр военных действий на другой берег Дуная. В 602 году византийские солдаты, которых заставляли зимовать на вражеской территории, подняли восстание и сбросили с трона императора Маврикия. Армия покинула укрепленную границу Римской империи. После этих волнений на границе славяне хлынули на территорию Византии. За несколько лет они дошли до глубинных уголков Балканского полуострова. Здесь славяне сосуществовали со многими народами – ромеями, влахами, арбанасами, предками албанцев. Конечно, такое соседство оставило след в языке славянского народа. Римское правительство называло славян склавинами. Названия хорваты, сербы и другие южнославянские этнонимы появились гораздо позже. В сочинении византийского императора Константина VII Багрянародного рассказывается о том, что хорваты и сербы пришли на Балканы во время правления императора Ираклия, то есть в VII веке, когда первая волна славян уже прокатилась по всему полуострову. В этом сочинении говорится, что сербы откликнулись на приглашение императора и пришли в качестве его союзников и помощников в защите Византийской империи. Они переселились на полуостров из так называемой Белой Сербии, которая находилась на территории нынешней Западной Польши и Восточной Германии, а именно на территории города Лейпциг и его окрестностей. Однажды сын вождя взял половину народа и пришел к императору Ираклию, который дал ему для заселения край, получивший название Сервия. Таким образом, сербская идентичность и само название сербы было принесено на Балканы славянами с северо-запада. У славян не было единой политической организации. На этой земле возникло множество славянских княжеств, поэтому византийцы эти земли называли во множественном числе – склавинии. Это были княжества Пагания, Захумле, Травуния, Дукля, Сербское княжество, Хорватия, Далматия. Номинально эти княжества входили в состав Византии, но их зависимость была слабой. Некоторые вожди славян воевали с византийцами, другие же сотрудничали. Правители сербского княжества были потомками того самого сына вождя, который привел их на Балканский полуостров. Константин VII Багрянародный называет это княжество «крещенная Сербия», в отличие от некрещенной Белой Сербии на севере. Славянским племенным союзам угрожала опасность со стороны трех главных противников. До 626 года со стороны авар, затем их заменили тогда еще тюркские болгары, и третьим южным противником была Византия. Византийские императоры превращали завоеванные славянские княжества в военно-административные единицы – фемы,
С севера славяне подвергались нападениям болгар. Болгары назначали правителями покоренных славянских земель своих людей, а племенных славянских князей превращали сначала в своих вассалов, а затем в местных управляющих. В IX веке в сербских землях княжил Властимир, вынужденный постоянно защищаться от болгар. В этих столкновениях с болгарами сербам часто помогали хорваты. Наследниками Властимира были сыновья Мутимир, Строимир и Гойник, которые разделили княжество. Время их совместного правления закончилось междоусобным конфликтом, из которого победителем вышел Мутимир. Своих братьев он сдал болгарскому правителю. С этих пор междоусобицы внутри сербской династии переплетаются с борьбой Византии и Болгарии за господствующее влияние на сербское княжество. Частые усобицы внутри сербской династии давали повод византийцам и болгарам вмешиваться во внутренние дела страны. С IX по XI век сербское княжество – это поле борьбы за власть Византии и Болгарии. Византия и Болгария ставили у власти в сербском княжестве своих наместников-князей, которые переходили то на одну, то на другую сторону. Крещение славян стало частью политической борьбы за господство на Балканском полуострове. Византийские императоры воспользовались христианством как средством распространения своей власти и влияния. С 924 по 927 год сербское княжество находилось в полном подчинении Болгарии, что было важным этапом в его культурно-религиозном развитии, так как в Болгарии тогда уже в полной мере проявились результаты миссии Кирилла и Мефодия и их учеников. Пополнился фонд церковно-славянских книг, распространилось славянское богослужение. Последним правителем первой сербской династии был князь Часлав, который погиб в конце 950 года во время одного из набегов венгров. Остались ли наследники этой династии, неизвестно. В 1018 году Византия окончательно ликвидировала Первое Болгарское царство, и сербы оказались непосредственными соседями империи. Новая граница с Византией разделила сербов. В середине XI века центром объединения сербских земель стала Дукля, где образовалось независимое княжество во главе со Стефаном Воиславом. В конце XI века Дукля стала называться Зетой, по названию реки, вокруг которой она располагалась. Зета искала опору на Западе, прежде всего в христианском Риме, а также среди норманнов в Южной Италии. В 1077 году правитель Зеты был коронован королем сербов. При Константине Бодине в конце XI века Дукля установила контроль над внутренними сербскими областями, включая области Рашку и Боснию, а город Бар стал центром отдельной сербской церковной митрополии, подчиненной Папе Римскому. После смерти Константина Бодина в 1101 году Дуклянское королевство распалось. Сербские земли оказались под властью Византийской империи. Начало XII века – это время византийско-венгерских конфликтов. Почти в каждой из этих войн сербы выступали на стороне венгров. В этот период сербы ассоциировались с городом Рас, особенно с точки зрения европейцев, живших западнее Балкан. Рас был первой крупной административной единицей, которую сербы отвоевали у византийцев. Затем сербские правители разместили в нем свою резиденцию. В латинских источниках сербов начинают называть расциане, а их государство – Расция. Название города вскоре перешло на всю область. Так возникло название Раса или земля Рашка. В середине XII века в Византийской империи к власти приходит император Мануил I.
который ведет себя с сербами как полновластный хозяин, смещает одних правителей и назначает других. Одним из великих жупанов, то есть правителем сербских земель, он назначил Тихомира, который правил совместно со своими братьями Стратимиром, Мирославом и Неманей. Самый младший из них, Стефан Неманя, правил на востоке государства в области Топлицы. Он установил теплые отношения с византийским императором, из-за чего братья, склонявшиеся к союзу с венграми, заподозрили его в заговоре и заключили в тюрьму. Но Неманя освободился и вступил с братьями в противоборство, в результате которого Тихомир погиб, а остальные братья покорились Немане, ставшим великим жупаном в 1168 году. После смерти императора Мануила I политика Немани приобретает антивизантийский характер. Он сотрудничает с врагами византийцев, венграми, устанавливает отношения с императором Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой, а также с Венецией. В результате войн с Византией во власти Немани оказывается территория бывшей крещенной Сербии и приморских княжеств Захумли, Травунии и Дукли, а также византийские земли до Западной и Южной Моравы и горы Шар-Планина. Однако территория, находившаяся под властью Немани, не составляла единого монолитного государства. Разные его части имели отличную друг от друга историю и традиции. Ими управляли разные люди. Так что это государственное образование подверглось опасности распада из-за внутренних междоусобиц, что и проявилось после смерти Немани. Вскоре Неманя, женив своего сына, становится зятем императора. Это событие повлияло на отношение Византии к Сербии, а сын Немани, тоже Стефан, получил преимущество в наследовании престола Сербии. Чтобы обеспечить сыну власть, Неманя отрекся от престола и провозгласил сына наследником, потребовав от всех, в том числе от старшего сына Вукана, покориться новому правителю. Стефан Неманя с супругой ушел в монастырь Студеницы и постригся в монахи под именем Симеон. В 1198 году он отправился на святую гору Афон к своему младшему сыну Ростиславу, в юношеском возрасте убежавшему из дома на Афон и принявшему постриг под именем Савва. На Афоне они основали сербский монастырь Хиландар. Немани Симеон умер 13 февраля 1199 года и был похоронен на Афоне, хотя, согласно традиции, предполагалось, что он будет погребен в Студенице. В начале XIII века в Сербии вспыхнула война. Вукан Неманич стремился пересмотреть порядок наследования власти, установленный его отцом Стефаном Неманей, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Союзником Вукана была Венгрия. Стефан Неманич же заручился поддержкой венгерских противников – боснийского бана Кулина и болгарского правителя Калаяна. Около 1202 года Вукан сверг своего брата Стефана с престола и завладел всем государством, став великим жупаном. Благодаря поддержке болгар Стефан Неманич вернулся в Сербию и продолжил борьбу за власть. Эта война нанесла государству тяжелый экономический ущерб. Закончилась она в конце 1204 года или начале 1205 года. По ее итогам Стефан Неманич стал великим жупаном и правителем всей страны, а Вукан с титулом «Великий князь» остался в своем уделе. Тем временем мощи Стефана Немани, отца воюющих братьев, стали мироточить. Старшие братья попросили младшего брата Саву перенести их из Хиландара в Сербию. Мощи Немани Симеона были с почестями встречены и похоронены в монастыре Студеница. Признаки святости, мироточения
проявились и в Студенице. С этих пор Симеон Мироточивый будет считаться небесным защитником своих потомков. Жития, необходимые для прославления памяти нового святого, создателя монастырей Студеница и Хиландар, были написаны двумя сыновьями Немани – Саввой и Стефаном. Это были первые оригинальные сербские литературные сочинения. С этого момента начинается история сербской литературы. Таким образом, Стефан Немanja стал родоначальником династии святого происхождения, в которой позднее появлялись новые святые. Новый правитель Сербии Стефан Неманич оказался свидетелем огромных перемен, произошедших всего за одно десятилетие. Византийская империя, благодаря которой он возвысился и взошел на престол, пала. Вместо одной мощной империи по соседству Сербию теперь окружало множество мелких политических образований, с которыми Стефану Неманичу удалось договориться. Таким образом, он в целости сохранил территориальное наследие своего отца. После падения Византии на Балканах стал доминировать Запад. Константинополь на некоторое время оказался в руках крестоносцев. Но более серьезным было влияние Венецианской республики. В этих условиях сербский правитель, некогда ставленник восточных императоров, стал искать новые опоры в Венецианской республике и папстве. Стефан Неманич заключил брак с Анной Дандоло, внучкой венецианского дожа. От этого брака у Стефана родились сыновья Урош, будущий король, и Предислав, впоследствии получивший сан архиепископа. От первого же брака с женой Евдокией у Стефана были сыновья Радослав и Владислав. Около 1218-1220 года Стефан Неманич получает корону от римского папы Гонория III, что очень не нравится венгерскому королю Андрею II, так как венгерские короли считали сербских правителей своими вассалами. Название Сербия было тогда включено в их титулатуру. Коронация сербских правителей вселенской властью, олицетворявшейся папой, означало бы, что сербские правители становятся равными по статусу венгерским королям. После получения Стефаном Неманичем короны венгерские короли все же оставили название Сербия в своем титуле, продолжая и в дальнейшем считать сербских правителей вассалами. Потомки Стефана Неманича называли его Стефан Первовенчанный, так как он провозгласил себя первым венчанным королем. С этих пор Сербия больше не делилась на уделы. Таким образом, Стефан Неманич укрепил и возвысил территорию, приобретенную его отцом. Сербия получила большой авторитет среди других государств. Но в церковном отношении эта территория не была однородной. Часть земель была под юрисдикцией Константинопольской Вселенской Патриархии, то есть православной церкви. Другая же, приморская часть, оставалась под юрисдикцией католического Рима. Важным конфессиональным различием было отношение к славянскому языку богослужения. В областях, подчиненных папе, велась борьба с богослужением на славянском языке. В отличие же от римской, Константинопольская церковь относилась к этому благосклонно. Для решения церковного вопроса и улаживания церковных дел сербские власти обратились именно к преемникам византийских патриархов. Миссия по изменению статуса церкви в сербском государстве была поручена брату короля архимандриту Савве. Прибыв в Никею, Савва был рукоположен. Он стал первым архиепископом сербских земель. Сербией была также получена привилегия избрания архиепископа не византийским патриархом, а местным собором. Это означало, что сербская церковь становилась автокефальной.
Савва занялся организацией сербской автокефальной церкви, обучением и подготовкой церковнослужителей, созданием епископств по всей территории государства, воздвижением храмов. Потребность в богослужебных книгах на славянском языке активизировала деятельность переписчиков и переводчиков. Также архимандрит Савва боролся за каноничность православной веры. Территории, оказавшиеся под юрисдикцией сербского архиепископства, постепенно стали единым культурным образованием с едиными традициями, верой и языком богослужения. Савва скончался в 1236 году в Болгарии во время возвращения из паломничества в Святую Землю. Вскоре после смерти он был причислен к лику святых, а его мощи были перенесены в Сербию и похоронены в монастыре Милешево. После смерти Стефана Неманича вновь началась эпоха переворотов и междоусобиц. На трон восходит сын Стефана Радослав, которого еще при жизни Неманич назначил своим наместником. Радослав фактически правил вместе с отцом. Они вместе издавали указы. Радослав был зятем авторитетного и сильного тогда эпирского правителя Феодора I Ангела, что обеспечивало Сербии некоторую безопасность в отношениях с другими государствами. Но в 1233 году Радослав был свергнут с престола сербскими вельможами, которые возвели на престол Владислава, зятя болгарского царя. Вскоре произошел новый переворот, и на престол был возведен Урош I, младший сын Стефана Первовенчанного. Его политика характеризовалась укреплением своей власти на всей территории государства и попытками стать единоличным правителем. Твердая рука Уроша I ощущалась и в церковных делах. На архиепископский престол взошел брат Уроша, Савва II, четвертый сын Стефана Первовенчанного. Стремление сохранить государственную территорию в целости в конце концов привело Уроша I к конфликту со старшим сыном Драгутином, в результате чего он был свергнут с престола. Таким образом, ни один сын Стефана Первовенчанного не остался королем Сербии до конца жизни. Все они были свергнуты. Но междоусобицы будут продолжаться и среди наследников Уроша I. Правление Драгутина было недолгим, с 1276 по 1282 год. За это время он успел восстановить испорченные его отцом отношения с Дубровником, а также стать врагом Византии, сотрудничая с родственниками своей матери, представителями рода Анжу из Южной Италии. В 1282 году Драгутин, едва отметив 5 лет со дня своего восшествия на престол, упал с коня и повредил ногу. По одной версии, он увидел в этом происшествии Божье наказание за то, как он поступил с отцом. Драгутин почувствовал необходимость покинуть престол и передал власть брату Милутину. Другая же версия гласит, что Драгутин уступил престол брату лишь до тех пор, пока не поправится. Он получил часть территории на западе Сербии и посвятил все свое время лечению. В 1284 году он стал править Мачвой и соседними областями, территорией, которую венгерские короли обычно уступали женщинам из королевской династии, и которой до Драгутина правила его теща, венгерская королева Елизавета. За время правления братьев территория сербского государства увеличилась вдвое за счет полученной Драгутиным части венгерских земель и некоторых завоеванных Милутином византийских территорий. Также Сербия времен Милутина характеризуется серьезной военной мощью и экономическим подъемом.
Город Рас к этому времени утратил роль столицы и был забыт. Королевские дворцы теперь воздвигались вокруг озера в Косове, а также в Призрене и Скопле. Таким образом, Косово получает то историческое значение для сербов, которое оно имеет сегодня. Но политика братьев была разобщенной, что привело к очередной междоусобной войне и кризису в государстве. Эта война не привела ни к каким результатам. Каждый из братьев остался с тем, с чем начинал войну, сохранив свою территорию. Нерешенным остался и самый болезненный вопрос о наследнике престола. Династия правителей Сербии гордилась своим святым происхождением, своими родоначальниками, святыми Симеоном и Саввой. Такое происхождение подчеркивало важность родственных связей и единства династии. Династия всячески подчеркивала свою набожность. Она поддерживала и защищала церковь, и особенно прославилась строительством монастырей Задужбин. Пример всем показал Стефан Неманя, построивший монастырь Студеница. С этого времени каждый член династии начал воздвижение собственных монастырей Задужбин. Основным предназначением Задужбин было сохранение могилы основателя монастыря и непрестанная молитва за упокой его души. Но роль монастырей оказалась намного значительнее. Они стали центрами по переписыванию и переводу богослужебных книг, а также осуществляли серьезную миссионерскую деятельность среди местных жителей. Чем больше поколений сербской династии сменяли друг друга на престоле, тем очевиднее становилось несоответствие между идеалами родственной любви и христианского милосердия и тем, что в действительности происходило между братьями, отцами и сыновьями. После смерти Милутина в сербском государстве разворачивается жестокая борьба за престол, из которой победителем выходит внук Милутина Душан, свергнувший своего отца Стефана Уроша III. Душан совершил военный поход против отца, взяв его в плен и заключив крепость Звечин, где через несколько месяцев Стефан Урош III погиб при невыясненных обстоятельствах. За время своего правления Душан восстановил отношения с Болгарией, завоевал часть византийских территорий, города Прилеп, Охрид и Струмица, находившиеся на территории нынешней Македонии, а затем наладил дружеские отношения с новым византийским императором. В 1342 году с просьбой о заключении союза к Душану обратился Иоанн Кантакузин, близкий друг и соратник покойного императора Византии, попытавшийся стать регентом его юного сына Иоанна V. Не имевшему никакой опоры среди дворянства Кантакузину было отказано в регентстве, и тогда он сам провозгласил себя императором. Душан заключил с Кантакузином формальный союз, предусматривавший раздел территорий, которые они намеревались отвоевать у Византии. Сербские войска в этих походах добились значительных успехов в Албании и Македонии, а Иоанн Кантакузин сумел восстановить свою власть в Фессалии. Но совместно они воевали недолго, вскоре поссорившись и став врагами. После этого Душан сблизился с императорским Константинопольским двором, где в то время правила императрица-мать юного Иоанна V. Душан договорился с императрицей о браке своего 5-летнего сына Уроша и сестры юного императора. С тех пор Душан стал титуловаться как участник в греческом царстве, что означало его преемственность императорского византийского престола. Вскоре Душан сам провозгласил себя царем. Весной 1346 года состоялось торжественное помазание Душана на царство.
Он становится первым сербским царем. В результате этих перемен сербское королевство не было ограничено в правах, но в то же время легитимность молодого константинопольского императора не подвергалась сомнению. Таким образом, у Византии появился помимо болгарского царства еще один сильный сосед. Душан стал называться царем сербов и греков, а в византийских документах он титуловался как царь Сербии и Романии. Но вскоре ситуация кардинально изменилась. В 1347 году в междоусобной войне в Византии Иоанн Кантакузин, враг Душана, добился успеха и завладел Константинополем. Душан уже не мог быть участником в греческом царстве, а волей обстоятельств сделался его соперником. Он продолжил завоевание византийских территорий, завладев в 1347 году Эпиром, а в 1348 году Фессалией. У власти в этих областях он поставил своего сводного брата и зятя. К середине XIV века территория Сербии простиралась до Каринфского залива на юге и до Христопольских теснин на востоке, достигнув своего наибольшего территориального величия за всю историю Сербии. Душан не оставляет попыток добиться участия в правлении Византией. Вместе с болгарским царем он участвует в междоусобной войне за византийский престол на стороне палеологов. Союзниками же Кантакузина выступили турки во главе с эмиром Арханом. В 1354 году Кантакузин был свергнут. Душан остался на стороне палеологов, но не отказался от планов завоевания Константинополя. Однако этим планам не суждено было сбыться. 20 декабря 1355 года Стефан Душан скончался во время пребывания в недавно завоеванных византийских областях. Территории, оказавшиеся под властью Душана, не были однородными. На завоеванных ромейских, то есть византийских территориях, он правил по ромейским законам, а своему сыну предоставил править по сербским законам на землях от Скопля до Дуная. Но на практике Душан правил один. Он стремился приравнять сербское государство к империи. В связи с этим им был принят титул царя сербов и греков. Его супруга была возвышена до положения Августы. На сербскую систему управления были перенесены византийские императорские почетные должности деспота, севастократора, кесаря, который Душан по византийскому образцу раздал своим родственникам. Также в Сербию были перенесены византийские дворцовые порядки и церемониал. Были усвоены византийские традиции документоведения. Однако переустройству на византийский лад не поддавались правовая и законодательная сферы, так как части обширного сербского царства в данном отношении весьма отличались друг от друга. В областях, отвоеванных у Византии, люди продолжали в той или иной степени жить по византийским законам. Территории же, которыми Византия никогда не владела, жили по своим неписанным законам. Здесь были распространены древние племенные обычаи. Также сербские земли подчинялись закону писанного церковного права, которое оказывало влияние и на мирскую сферу. Законы церковного права были прописаны в переведенных с греческого языка сборниках церковных законов, содержащих также элементы частного и аграрного права. Попыткой унификации законодательства было создание свода законов законника, содержащего как нормы обычного права, так и нормы византийской правовой системы. Но свод законов не был доработан, поэтому Душану все же не удалось создать единую административную систему. В законнике были положения, из которых следовало, что отдельные группы или категории подданных жили по своим собственным нормам, или же ими руководили люди, не являвшиеся частью царской административной системы. Некоторые группы населения,
Например, саксонские рудокопы, влахи, арбанасы имели свои собственные формы организации и юрисдикцию. Приморские города также представляли собой особую правовую зону. Они сами принимали свои законы. Сербское государство не стремилось устранять эти разногласия в законах и уравнивать всех жителей в правовом отношении. Перед ним стояли другие проблемы. Как решать споры и тяжбы между этими автономными группами? Другой проблемой законника были неравные права различных слоев населения, что углубляло социальное расслоение. После смерти Душана Великое царство начало распадаться. За власть борются соратники Душана, носители подаренных им почетных должностей, и сын Душана Стефан Ураш V. После смерти Душана сербский престол перешел к его единственному сыну Стефану Урашу V. Однако молодой царь не обладал большими способностями управления государством. Он безуспешно пытался сохранить империю, созданную его отцом. Власть Ураша была слабой, поэтому многие местные властители получили самостоятельность, лишь формально подчиняясь центральной власти. А в то время как правители областей на территории бывшего царства Душана, став независимыми, враждовали между собой, турки-османы под предводительством Орхана, а после 1362 года его сына Мурада I, захватили обширную часть территории на европейском континенте. Стефан Ураш V умер бездетным в декабре 1371 года. Он был последним правителем Святородной династии. В связи с этим возник вопрос о том, кто может его заменить. В 1373 году Тvrtko I, боснийский бан, а также внук Стефана Драгутина по женской линии, был коронован как король Сербии, Боснии и приморских земель. Однако реальной властью в Сербии он не обладал. На севере же власть заполучил Лазарь Хрибельянович, довольствовавшийся титулом князя, но прибавивший к своему имени популярное государственное имя Стефан и именовавший себя самодержцем. В отношениях с церковью он занял положение, некогда принадлежавшее царю. В 1375 году он созвал собор для избрания патриарха. Также Лазарь дал себе право решать церковные споры. Таким образом, объединение происходило вокруг двух правителей – Тvrtko и Лазаря. Однако оставались и другие правители, наследовавшие каждый на своей территории прежнюю власть царя и короля. У османов была своя отработанная стратегия захвата власти. Приглашаемые враждующими христианскими правителями, они вмешивались в их междоусобицы. При этом они осваивались на новой территории, захватывали добычу и подчиняли себе тех, кому помогали. В качестве повода для подчинения себе какой-либо области они использовали смерть местного правителя или конфликт в его семье. На землях князя Лазаря Хрибельяновича османы появились еще в 1381 году. Это был турецкий военный отряд, оказавшийся там после операции в Болгарии. В 1386 году последовало более серьезное вторжение османов под предводительством самого султана Мурада. На территорию же короля Тvrtko турки вторглись в августе 1382 года. Османское кольцо сжалось вокруг сербских земель. В начале лета 1389 года Мурад стремительно двинулся на Сербию. Князь Лазарь, Вук Бранкович и король Тvrtko
направили навстречу османам крупный отряд. Местом сражения был участок Косого поля неподалеку от Приштины, где и сегодня находится гробница султана Мурада. 15 июня 1389 года состоялась битва, в результате которой эмир Мурад был убит, а князь Лазарь взят в плен и казнен в тот же день. Сербские войска потерпели поражение, нанеся, однако, сильный удар турецким войскам. Сын Лазаря Стефан Лазаревич был вынужден признать сюзеренитет Османской империи и участвовал в дальнейших турецких походах. Также его младшая дочь была отдана в гарем султану. Косовская битва стала одним из важнейших сюжетов национального фольклора, став символом самопожертвования и единения сербского народа в борьбе за независимость. После смерти Мурада новым султаном стал его сын Баязид, который вскоре после сражения должен был вернуться в центральные области своего государства и в Малую Азию, где вспыхнули восстания. В 1392 году присутствие османов почувствовалось с новой силой. В начале года они взяли Скопле, и в том же году им подчинился зять Лазаря Вук Бранкович, обязавшийся платить дань. В 1392 году Баязид занял центральную Болгарию и Тырново. В 1394 была подчинена Фессалия. Великие турецкие завоевания в период после Косовской битвы остановила угроза со стороны монгольского военачальника Тамерлана. После 1400 года этот могущественный покоритель Востока начал угрожать Баязиду. В 1402 году у Анголы, нынешней Анкары, произошло сражение, в результате которого Тамерлан победил, взяв Баязида в плен. Он держал его в заключении вплоть до смерти в 1403 году. Вассалы же Баязида, сербские князья, были отпущены домой. Женившись на сестре супруги византийского императора Иоанна VII, Стефан получил титул деспота, то есть первой особы после императора. С принятием этого титула сербский правитель формально становился членом византийской императорской фамилии и подчинялся императору как отцу и господину. Таким образом, Стефан Лазарь стал исполнять тройные вассальные обязательства по отношению к венгерскому королю, турецкому султану и византийскому императору. Затишьем в отношениях с турками деспот воспользовался для устройства внутренних дел государства. Он подчинил себе своих племянников, таким образом заняв положение, которое занимал его отец Лазарь. Также были присоединены приморские территории. В качестве столицы был выбран Белград, полученный от венгерского короля. В Османской империи в это время боролись за власть наследники Баязида, что обеспечило передышку балканским христианам. В результате этого на некоторых христианских территориях было сброшено бремя турецкой власти. Правители христианских государств поддерживали различных сыновей Баязида, боровшихся за власть. Так, например, Стефан вместе с Мусой боролся против его брата Сулеймана. В результате этой борьбы Стефан сблизился со своим племянником Джураджем Бранковичем. Они заключили продолжительный мир и вместе участвовали в борьбе за власть на стороне третьего сына Баязида, Мехмеда I. Будучи бездетным, Стефан назначил Джураджа своим наследником. Результатом этого союза было объединение земель Стефана и Джураджа, хотя территории Бранковича были в более зависимом от турок положении.
19 июля 1427 года деспот Стефан умер. После его смерти Сербия пережила разорение, потеряв ряд территорий и оказавшись в тяжелом положении. Венгерский король Зигмунд вернул себе ранее принадлежавшие ему города. Например, ему удалось захватить Белград. Город Голубац был отдан туркам за неуплату долга. Также турки заняли окрестности Ниша и Крушевац. Такой ценой, да еще при возобновлении обязанности платить дань и выставлять воинский отряд, Джурадж добился признания со стороны турок. Одну свою дочь он выдал за венгерского графа, родственника венгерского короля Ульриха Цельского, другую же дочь Джурадж отдал в гарем турецкого султана Мурада II. В качестве приданного султану были отданы города Топлица и Дубочица. Таким образом, Джурадж пытался наладить отношения с сильными соседями. Но, несмотря на эти меры, турецкий султан все же совершал военные походы на Сербию. В 1438 году турками были захвачены города Вишеслав, Ждрело, Борач, Островица и монастырь Раваница. На следующий год было захвачено Смедерево. В 1440 году в Венгерском королевстве к власти пришел молодой польский король Владислав I. Понимая угрозу, которой подвергалось его государство, он организовывает крестовый поход против турок, в котором принимает участие и сербский деспот Джурадж. В 1443 году объединенная армия короля и деспота нанесла поражение турецким отрядам. В 1444 году был заключен мирный договор, главным пунктом которого было возвращение городов деспоту Джураджу. Но это была лишь кратковременная передышка от турецких завоеваний. Вскоре за ней последовала новая череда поражений. В 1444 году в турецком лагере к власти приходит молодой Мехмед II. Султана не удовлетворяли тогдашние вассальные отношения. Он стремился к тому, чтобы как можно больше вассальных государств превратить в провинции. А борьба между христианскими правителями была ему только на руку. В 1453 году под осадой турок пал Константинополь. Затем наступил черед государства сербского деспота и Боснии. В 1455 году был осажден и захвачен район Новобырто и ряд других городов – Призрен, Печь, Бихор. В 1456 году были покорены Смедерево и Белград. В 1458 году турки заняли Вишеслав, Белую Стену, Ресову, Голубац. К 1482 году пала Герцеговина, а в 1499 Горная Зета. Сербское государство перестало существовать. Окончательно подчинив себе сербские земли, турки занялись здесь переустройством системы управления. Завоеванные территории были поделены на административные единицы – санджаки. Административными единицами более низшего уровня были нахии и наделуки. Турки в первую очередь занимали крепости, административные центры, резиденции и опорные пункты прежней власти. В укреплениях размещался турецкий гарнизон, а в городе назначались административные и судебные чиновники. В самых низших единицах турецкая администрация не присутствовала. Например, в селах сохранялся институт сербских старейшин. Надзор над ними осуществляли помощники санджакбека, то есть главного управляющего санджаком.
В их обязанности входил сбор налогов и розыск беглого зависимого населения. Земли, бывшие до турецкого завоевания общественными или принадлежавшие прежнему правителю, включались во владения султана и становились источником его доходов. Прочие земли раздавались спахиям, то есть знати. В число спахий в начальный период после завоевания могли входить и представители христианской знати, если они принимали на себя те же обязанности, что и спахи и мусульмане. Но спахи и христиане были явлением временным. Они либо вымирали, либо принимали ислам и сливались с остальным окружением. Подавляющая часть населения была обязана платить подати и исполнять работы в зависимости от личного статуса и статуса населенного пункта. Мелкие сербские дворяне смогли сохранить свои владения, приняв на себя обязанности спахий, а члены династии и вельможи выехали из страны до прихода турок. Некоторые феодалы нашли себе пристанище на землях, полученных в знак султанской милости, вдали от своих владений. От сербской династии осталась царица Мара, дочь деспота Джураджа Бранковича, бывшая супруга султана. Она в большом почете жила в своем имении. Под ее защитой находились некоторые родственники. Также некоторые представители сербской знати нашли себе пристанище, приняв монашество в одном из афонских монастырей. Начались массовые переселения сербов на территорию современных Венгрии, Хорватии, Словении и Румынии. Со временем сербские земли все больше и больше заселялись турками, застраивались мечетями, все быстрее распространялся ислам. У христиан отнимались церковные здания для переустройства их под исламские религиозные объекты. Архитектура города все больше принимала ближневосточный облик. Исламский элемент в городе все более увеличивался. Возникает значительная дистанция между городом и селом. Города стали сосредоточием исламизации. Сербы, принявшие ислам, решительно отвергались своими собратьями. Их больше не воспринимали как сербов, так как считалось, что не может быть сербов мусульманской веры. Однако свою самобытность сохраняли горняцкие поселения. Турецкие власти были крайне заинтересованы в восстановлении горнодобывающего производства, так как оно обеспечивало монетные дворы султана серебром. Горняцкие поселения имели свою администрацию. Они в основном не подвергались исламизации, поэтому в них часто искали убежище архиереи православной церкви, а также католики. Дело в том, что отношение турецкой власти к католикам было более строгим, так как Папа Римский возглавлял лагерь врагов султана. Поэтому деятельность католических прелатов в Османской империи была запрещена. Исповедание католиками своей веры было возможно лишь благодаря формальной принадлежности их к православным, которые платили за них подати султану. Во время турецкого ига сербская церковь, обеднев и потеряв поддержку и защиту христианской знати, была вынуждена приспосабливаться к новым условиям. Эти условия не были невыносимы, но и благоприятными их тоже назвать нельзя. С приходом к власти турок изменилось положение архиереев. Чтобы иметь право нести свое служение, они должны были получать от султана разрешение и платить на него дань, а также ежегодную подать с доходов, полученных от паствы. Храмы турецкие власти отнимали и превращали в мечети. Строительство новых церквей не разрешалось, а восстановление старых храмов было возможно только при определенных условиях с позволения властей.
Также было запрещено использовать церковные колокола. Если в период завоеваний и распространения своей власти турки были терпимы к вере и великодушны, то после установки границ Османской империи отношение к христианам стало более жестким. Согласно традиционным исламским правилам, в случае добровольной сдачи в городе разрешалось сохранять церкви. Если же османы встречали сопротивление, то христианские церкви разрешалось отбирать. Церковь переживала и большие материальные затруднения. Монастырские земли часто отбирались. А в 1568-1569 годах была произведена конфискация церковного имущества. Монахам было предоставлено право выкупа имущества, однако за большие суммы денег. Монастыри были вынуждены влезть в долги и выплачивать их десятилетиями. Оказавшись без поддержки богатых покровителей, церкви и монастыри были вынуждены обратиться к мелким благотворителям, а также переустроить хозяйство на уцелевших участках более рационально. Чаще всего на нужды церкви и монастырей жертвовало само духовенство, несмотря на утрату своих имений. Могущественных и богатых покровителей искали среди христианской знати в Валахии, Молдавии и очень часто в России. Русские государи посылали свои щедрые дары сербским монастырям, в благодарность получая от монахов святыни и драгоценности. Небольшую поддержку церковь получала и от местного населения. Таким образом, сербская церковь продолжала исполнять свою миссию вопреки неблагоприятным условиям. Возникали отдельные монастыри, а также их группы. Пополнялся фонд богослужебных книг. Эту задачу облегчало появившееся в это время на территории Сербии книгопечатание. Наряду с богослужебными книгами печатались нравоучительные сборники разнообразного содержания. В некоторых местах книги продолжали переписываться. Продолжают развиваться такие жанры, как житие, родословные и летописи. Из России заимствуется хронограф, содержащий обзор общей истории, в том числе истории русских, болгар и сербов. Он был продолжен и дополнен событиями сербской истории. Это были первые попытки написания общей истории православных славян. За время турецкого ига сербы не раз совершали попытки вернуть свободу своему народу и восстановить сербское государство. У сербов даже существовало древнее пророчество о том, что Бог допустил подчинение себе османами христиан. В результате этого угасла божественная служба. Но однажды придет правитель, который искоренит всех неверных, а корону передаст Богу. Это пророчество предвещало второе пришествие Христова. Одна из попыток освобождения от турецкой власти была совершена в 1538 году известным купцом и воеводой Божидаром Вуковичем, доверенным лицом императора Священной Римской империи Карла V. Во время своих путешествий по торговым делам по Османской империи Божидар Вукович вел переговоры с заинтересованными людьми. Рассчитывая на общее восстание, он разрабатывал план высадки христианской армии на Адриатическом побережье близ Скадара. В ходе войны, которую вели Испания и Венеция с Турцией, был взят город Нови или Херцег Нови. В город вошел испанский гарнизон, но, не найдя поддержки у местного населения, союз распался, а с турками был заключен мирный договор. Следующая попытка освобождения была совершена во время войны Турции с Габсбургской монархией 1593-1606 года. Среди сербов тогда вспыхнуло открытое восстание против турецкой власти в двух удаленных друг от друга областях –
в Банате и в Герцеговине. При этом сербские повстанцы сотрудничали с противниками турок, Трансильванией и Габсбургами, а также итальянскими князьями и испанским вице-королем. В это же время сербская патриархия приступает к налаживанию отношений с христианскими государствами и папой. Но наиболее массовой и значимой для сербов была война Вены и Священной Римской империи против турок, начавшаяся в 1683 году. В результате этой войны от турецкой власти была освобождена значительная часть территорий, населенных сербами. Важным событием было взятие Белграда в 1688 году, которое дезорганизовало турецкую армию и позволило императорской армии продвинуться еще дальше и захватить города Чачак, Ужице, Ниш и Скопле. Численность императорской армии стремительно росла, так как к ней массово присоединялись сербы. Однако после занятия Косово и Северной Македонии в армии началась чума, а затем последовало нападение французов на земли Габсбургов в Германии и турецкое контрнаступление. Эти события в короткое время изменили ситуацию. Императорская армия начала отступление. Местное сербское население, опасаясь мести турок, пустилось в бегство. Часть их осталась в Восточной Хорватии. Прочие же, под предводительством сербского патриарха Арсения Черноевича, поселились дальше, на территории Южной Венгрии, куда также была перенесена и сербская патриархия. С этих пор начинается существование сербского патриаршества в Южной Венгрии. В 1690 году император Священной Римской империи даровал переселившимся сербам права и свободы, предполагавшие беспрепятственное право исповедания своей религии. Таким образом, значительная часть сербского народа была навсегда освобождена от османской власти в результате подписания Карловацкого мирного договора в 1699 году.